Здравствуйте, дорогие мои подписчики, мои постоянные зрители, а также все интересующиеся античной историей. В третьей части моего большого проекта по исследованию и классификации древних гробниц, расположенных на территории Малой Азии, а конкретно в Турции, мы будем рассматривать, наверное, самое интересное и самое загадочное из всех творений античных зодчих. Проследим их эволюцию от самых простейших пещерных и нишевых захоронений до настоящих шедевров скальной архитектуры. Мы с вами с удивлением обнаружим, что эти гробницы также делятся на гробницы храмового типа, домового типа, сводчатого или арочного типа. Самые таинственные и самые загадочные, просто вырубленные в скале гробницы дольменного типа и простые нишевые захоронения, по сути своей похожие на равнинные цисты, про которые я рассказывал в своем предыдущем фильме. То есть это захоронение самого низшего класса, предназначенное для рабов и совсем уж бедных людей. Но в действительности все оказалось совсем иначе. Ну и разве стал бы я снимать для вас целый фильм, если было все так просто? Я же всегда вам показываю только то, что вам не покажут другие. Поэтому прежде чем я начну рассказывать, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Да-да, и лайк не забудьте. Да, Эдвард Грик воистину бессмертен. Ну а мы с вами начинаем наше исследование. Мы вкратце разобрали типы гробниц, а теперь перейдем к хронологии. Начнем с самых старых, то есть те, которые по возрасту превосходят все остальные и восходят где-то примерно к IV веку до нашей эры. Эти места даже и гробницами-то назвать трудно, потому что слово гробница происходит от слова гроб. Традицию очищать кости от плоти путем поедания ее различными насекомыми и мелкими животными, и только потом уже захоранивать кости, причем захоранивать тоже интересно в специальных ящиках ассуариях, принесли с собой римляне. До этого кости от плоти очищали путем кремации, и уже потом оставшиеся после кремации останки складывали в такие большие глиняные горшки, пифосы, и клали их на сохранение в какую-нибудь пещеру, вход в которую вот так вот загораживали. Но здесь еще кладка действительно она полигональная, красиво сделанная, видно для богатых людей, и барельефы которых мы здесь видели. Вот. Но кто победнее, просто загораживали природные выемки такие небольшие. Потому что, ну, действительно, хранить горшки места много-то не надо. Поэтому вот в этой пещере, видимо, действительно, это хранение совмещалось и с каким-то святилищем, что ли. Вот это видно по вот этим окнам для освещения. Ну и у меня есть старая фотография, еще черно-белая, как выглядело это место до его разрушения черными копателями. На этой фотографии отчетливо видно, как над входами в эти помещения стоят такие барельефы мужа и женой, как бы выглядывающих из окна своего нового места обитания. В результате взрыва обрушилась часть этого сооружения, и один из барельефов, верхний, уцелел. И я в свое время попробовал разгадать загадку, кто же там все-таки изображен. Однако после обнаружения вот этой фотографии и прочтения нескольких работ про это место, можете считать эту мою гипотезу неоправдавшимся предположением, так как это место оказалось на 3-4 века старше, чем Марк Антоний и Клеопатра. Ученые трактуют это как храм Гермеса на том простом и глупом основании, что внизу на камнях нашли остатки изображений Кадуцея. Я показывал эти изображения уже в своих фильмах, но, по моему мнению, большой каменный блок, на котором они изображены, не имеет отношения к этому строению. Это отчетливо видно по фотографии. И там лежит огромное количество обломков другого здания. Там остатки колонн, фронтонов и остатки мощных фундаментов, в конце концов. То есть, если храм и был,
что он был расположен рядом, чуть ниже. Ну, я несколько ушел в сторону от основной темы, поэтому давайте вернемся к нашим гробницам и посмотрим дальнейшую их эволюцию. Так как народу было достаточно много, а пещер-то на всех не хватало, да и слишком большие они для хранения нескольких горшков и требовали, естественно, больших затрат на сооружение больших стен и на большой высоте, то люди стали прибегать к более практичным, менее опасным и более дешевым средствам хранения горшков с пеплом своих умерших. Они просто стали выдалбливать в скалах нечто похожее на природные ниши и размещать там горшки с прахом своих близких. И также закрывать их стеной. Вот видите, здесь видно остатки. А вот на этом фото видно, что закрыта она только справа, не полностью, и остался вход, как сказать, такие выдолбленные комнаты, которые появились позже. Типа вот такой. И вот с появлением именно вот таких выдолбленных в скале небольших сначала комнат с таким вот трапециевидным прямоугольным входом и началась долгая история пристроек и переделок этих уже впоследствии гробниц, именно гробниц. При этом эволюция вот этих вот ниш справа вверху пошла по двум совершенно самостоятельным ветвям. Одни стали вырубать гробницы внутрь скалы с небольшим входом, закрывающейся такой вот мощной крышкой, бать их в высоту и в ширину такими арками. И они стали называться аркосолиями. Первые аркосолии были небольшого размера, они примерно были метр в ширину и где-то на метр в глубину. А высота арки была не более 1,5 метров. И сделаны они были как раз по размеру для хранения кремационных остатков в таких вот небольших ящичках-ассуариях. Где-то ко второму веку нашей эры в Риме появилась мода на саркофаги, и она начала распространяться по всей территории империи. Аркосолей стали делать больше, и внутри стали делать нечто среднее между хамасорием и саркофагом, прекрасные образчики которых мы можем видеть в некрополе Термесоса. Вот так они стали выглядеть внутри после II века нашей эры. И на этом их потенциал развития, как эстетический, так и архитектурный, закончился. Сама форма аркосоля никуда не исчезла, просто она перешла внутрь скальных помещений. И это стало выглядеть уже вот таким вот образом. И в принципе, если мы видим цельное захоронение, похожее на саркофаг или хамасорий, то это уже явный признак римского влияния и римской эпохи. То есть с датировками здесь проблем уже не возникает. Это однозначно уже 2 век нашей эры и позже, так как только у римлян арка помимо своего архитектурного значения имела еще и сакральное, символизируя собой небесный свод. Ну и плюс, конечно же, наличие саркофага. Тем не менее, саму гробницу таким способом датировать нежелательно. И скоро вы поймете почему. Позднее мы еще раз увидим эти аркосоли, ну а пока давайте обратимся к основной ветке, от которой и произошли все те знаменитые шедевры погребальной архитектуры Малой Азии. Как я уже отметил, судя по всему, все начиналось вот с таких пещерных захоронений, вход в которые первоначально закладывался каменными блоками. Но это оказалось непрактично как количественно, так и качественно, поэтому перешли к ручной вырубке ниш в скалах, которые сначала также закладывались камнем. Затем по той же самой причине перешли от продольных ниш вдоль склона к нишам, направленным внутрь скалы. Все еще оставались элементы отделки полигональной кладкой. Вот смотрите, какая великолепная арка здесь сделана. Любой понимающий человек просто восхитится ее абсурдной гениальности. По мере необходимости пространство расширяли, чтобы разместить большее количество ассуариев или пифосов с кремационными останками. Вот на этом примере хорошо видно, как вырубали дополнительное место. А это неопровержимо свидетельствует о том, что гробницы использовались из поколения в поколение и, возможно, даже членами одной семьи. Такие родовые склепы. И, в общем-то, эта скромность и некоторая аскетичность всех устраивала. Пока не появились римляне со своим принципом естественного разложения тела целиком
в замкнутом пространстве. И вот в этой гробнице мы можем наблюдать одну из первых попыток разместить внутри тело целиком, выдолбив в полу нечто вроде хамасори. Но возникла та самая проблема, которая всегда возникает при попытке приспособить к хорошо проверенному старому неизвестное и малопонятное новшество. Расширить камеру и выдолбить яму, в общем-то, получилось. Но вот незадача. Чем ее закрыть? Изготовить крышку и затащить ее на отвесную скалу оказалось непосильной задачей, и они приняли решение закрывать ее камнями. Вот один из таких камней лежит прямо внутри этого хамасория. Каменные плиты, судя по всему, нарубили тут же на месте. Но тут же возникла другая проблема. Посещать пифосы и ассуарии с пеплом предыдущих поколений в родительский день и попивать рядышком винишко за помин души стало категорически невозможным из-за мух и зловония разлагающегося рядом трупа. Решили, видимо, спросить авторов новшества, римлян, как быть в этом случае. И они посоветовали им старый проверенный способ – использовать хорошо проветриваемые аркосоли и саркофаги. Какая-то наиболее, видимо, лояльная часть населения последовала этому совету, а какая-то наотрез отказалась и продолжила старую, добрую и гигиеничную практику кремаций. Благо римляне тоже к этому относились с пониманием. Вот здесь на примере Термесоса видно, как разделилось мнение общества по этому поводу. То же самое и произошло в Киликии, например, в королевстве Олба. Причем, видимо, в более непримиримой форме, так как здесь вместе эти захоронения практически не встречаются. То есть уже тогда существовал раздел между либералами и консерваторами. Здоровая же часть общества пошла третьим путем. И этот путь оказался, во-первых, самым продуктивным, а во-вторых, он привел к появлению настоящих шедевров скальной погребальной архитектуры. Каким же путем они пошли? Во-первых, вынесли из этих помещений ритуальные предметы. Ниши, в которых они находились, и алтарь также разместили снаружи. Ниши и жертвенники вырубили рядом в скалах, а алтари где вырубили, а где сделали отдельно стоящими. Со статуями тоже поступили весьма разумно. Во избежание воровства их просто вырезали в скалах. Не менее интересные перемены происходили и во внутренней части. Так как соседние захоронения частенько не позволяли расширяться в стороны, то сначала просто приняли решение разделить внутреннее пространство на несколько зон. Немного выбрали пол, и по краям оказалось пространство для покойников, а в дальнюю часть сложили пифосы и ассуарии. После первых же высохших трупов ассуарии превратились в остеотеки. То есть теперь в эти ящички складывали не обгорелые кости, а начисто обглоданные насекомыми и крысами, согласно новым имперским веяниям. Через какое-то время они поняли, что перекладывать зловонные кости, ползая среди них на карачках в темноте, им категорически не нравится. И решили прорубить себе посредине помещения довольно глубокий проход, который позволял им проводить новомодные манипуляции с покойником, не наклоняясь над ним и стоя во весь рост. И вот это вот внутреннее распределение зон стало как бы таким золотым стандартом, который стал применяться и в наземных захоронениях. Если вы помните из моего предыдущего фильма, то точно такую же планировку имеют сводчатые гробницы, о которых я рассказывал. И этот стандарт соблюдался до полного перехода на саркофаги и впоследствии перехода к полной ингумации. Это касается территории Малой Азии, конечно, а в Европе это сохраняется и по сей день при захоронении каких-нибудь аристократов в склепах и различных там мраморных гробницах по типу античных. Или даже вавилонских зиккуратов. Далее развитие уже шло по принципу украшательства, роста монументальности, стоимости и, понтов. И давайте теперь посмотрим еще несколько могил некрополя Чанакчи, что недалеко от древнего города Канителла, сейчас это называется Канлы-Диваны. Историки считают, что эти гробницы на территории Киликии, в частности на территории королевства Олба, они самые старые, но я с ними совсем-совсем не согласен. Видали и постарше. Часть эпизодов я уже показывал в начале фильма, поэтому кое-какие кадры покажутся вам знакомыми.
осмотр этого замечательного некрополя мы начнем с так называемого гераона. Это полусаркофаг, полухамасорий, который вмонтировал в скалу, то есть его невозможно украсть. Вот, к нему подведены такие ступеньки для посещения, рядом небольшие алтари, водичка есть, источник. В общем, это такое монументальное сооружение. По сути своей Гераон является такой же скальной гробницей, так как он неотделим от скалы, вырублен в монолите и, скорее всего, он предназначен был для однократного захоронения, в отличие от отдельно стоящих саркофагов. Ну и действительно, как-то некрасиво вытаскивать одного героя и засовывать в каменный ящик другого. Хотя не факт, что это был какой-то герой. Вот ни на одном из героонов так подобного типа, который я видел, нет никаких надписей о том, кто там похоронен и за какие заслуги. Датировка из официальных источников варьируется от IV века до нашей эры до II века нашей эры. Но и это не удивительно. Я для этого и снял фильм, чтобы пояснить, почему происходит такой разброс мнений. То есть вначале была выбита какая-то ниша в скалах в IV веке до нашей эры, а где-то в третьем, там во втором веке ее углубили вовнутрь и расширили, чтобы сделать место для новых пифосов с останками кремации или там ассуариев. И я пытаюсь доказать, что эти модернизации и расширение и углубление шли в течение нескольких столетий. И вы в этом сами скоро убедитесь. Но основная проблема заключается в том, что историки датируют возраст этих гробниц по находкам. То есть они нашли пару монет II века до нашей эры и заявляют, что это могила II века. Эта могила использовалась во II веке, но она могла быть построена и в IV веке до нашей эры. Ведь камень, он вечен. И ронять там монетки или выбивать на них разные надписи или рисовать можно и сегодня. Ну, давайте продолжим осмотр некрополя и начнем его с двух гробниц друг над другом. Причем верхняя гробница – это одна из самых старых. Это видно по трапециевидному входу и небольшой камере, грубо высеченной и буквально там 2 кубических метра. А вот внизу это одна из самых поздних. Это видно по расширенной камере, то есть и она сразу вырубалась прямо с клине. Видимо, позволяло расстояние до соседней гробницы, и поэтому они не стали делать узкий проход, а расширили сразу путем вырубания погребальных лож. Это дало дополнительный объем, и те же пифосы и ассуарии можно было просто ставить на пол. Однако все равно остались следы первоначальной небольшой камеры. Это очевидно. Вот, видите. Двигаемся дальше. Выходим в этот проем небольшой и идем к следующей. Здесь у входа лежит вот это, ну, назвать дверью нет. Это больше похоже на какую-то пробку каменную. Причем толщина ее просто поражает. То есть открыть ее, судя по всему, особого труда не представляло, так как нет никаких задвижек. Можно было поддеть любой палкой, и она выпадывает наружу, лишь бы на ноги не упала. Зомби тогда еще люди не боялись. Непонятно в общем. Похоже на какой-то щит от внешнего воздействия. Странная штука, но есть одна тут гипотеза по этому поводу. Очень интересно. А в остальном захоронение абсолютно идентично только что перед ним осмотренному, поэтому мы переходим к другому, где нас ждет настоящий сюрприз. Он прямо наглядное пособие для моей теории эволюционного развития этих скальных захоронений. Входы во все гробницы практически одинаковые, и она, на первый взгляд, ничем не отличается от остальных. Но, войдя вовнутрь, все становится очень и очень интересно. Посмотрите сами. Значит, клине здесь не вырублены в стенах, потому что гробница не могла расширяться из-за соседних. Они сделали в середине проход, как я говорил, сделали 3 клине по бокам, то есть углубили пол просто и все, и сделали бортики. Но гробница-то двухкомнатная, и она здесь такая в единственном экземпляре. А здесь мы вообще не видим с вами этих клине погребальных лож. Здесь, обратите внимание, треугольная крыша, напоминающая крышу храма. То есть это место для
различных ритуальных предметов и для тех же пифосов. И они действительно коротковатые для покойников. И более того, это интересно, что и на полу тоже присутствует несколько выделенных зон, которые не предназначены, опять же, для размещения тел. Это как раз, наверное, для размещения тех же пифосов и ассуариев. И какой можно сделать вывод? Что на разложение тела клали в левую гробницу, которую вот видно у ней проход, а сюда собрали все стоящие в двух гробницах пифосы и ну, останки от кремации с предыдущих веков. То есть объединились две семьи, видно, а может это просто и до этого принадлежало одной семье, может и отжали, непонятно, не суть. То есть одна предназначалась камера для ритуальных предметов и хранения кремационных остатков, а другая для мумификации, скажем так. И это настолько очевидно, что оспаривать это будет просто глупо. И вот здесь вот сделан у нас такой типа гипосория, но это как раз и показывает, что здесь могла быть стоять перегородка, и сюда они складывали эти кости. Ну, так пишут, по крайней мере, ученые многие. И вот я еще хотел показать вам, вот как выглядит копоть. Древняя копоть. Оно видно, что это копоть. Она не блестит, она матового цвета, она не липкая. Вот она. Причем эта копоть древняя, она уже даже не соскабливается толком, да. Вот. Это копоть. Это совсем другое, чем то, что мы видели в домовых гробницах, которые я вам показывал в Елеусе-Стебасте, где такие блестящие, смоленистые подтеки по стенам. Вот это здесь жгли костры, пастухи. Причем давно жгли, это под охраной уже тоже давно, видите, она не пачкается даже. Ну, пойдем наружу. Опа. Вот так вот, спите спокойно, души. Вот эти рельефы. Но сделаны они довольно грубовато, конечно. Вот. Воин он в тряпке, в отличие от македонского, у которых была такая кожаная юбка из отдельных лепестков таких. И вот, как всегда, на руинах лавр Дафне. Я, по-моему, рассказывал вам, почему называется это дерево Дафне по-турецки и по-гречески тоже. И откуда имя Дафна. Всегда присутствует на всех руинах, что интересно. И вот здесь уже видно, как сделано все очень тщательно, аккуратно. Клины выбиты. Также, видите, в стене в предыдущей камере они дальше видно по углам сверху. Ну, как бы это непрактично делать такой уголок. Гораздо как шел, так и продолжали бы. Вот. Но еще нет аркосулиев. Нету таких арочных сводов. Ну и здесь. Вот это, видимо, уже богатая могила. И здесь почему они такого желтоватого цвета, мрамор? Потому что на них стечет вода все время. И эти, вот видно, как сложились соли. То есть это не цвет, это соль, выступивший фосфат кальция.
карбонат кальция, вернее. Вот. И он придает такой цвет. И причем здесь сам мрамор тоже желтоватого такого цвета, рыжеватого. Видно вот по сколам. То есть там он голубой, а здесь и вот ниже он голубоватого цвета. Скала с вкраплениями вот этого такого розового цвета. Очень красивого. И двигаемся осторожненько еще к одной могиле, внутри которой мы видим подтверждение очередное моей гипотезы. Вот здесь только-только начали работу по преобразованию ее в новомодную римскую. То есть выбили проход для удобства махания киркой, хотя бы чтобы стоять в полный рост и делать полноценный замах, вот, а не лежа работать. И почему-то на этом деле закончили. Либо поленились и остались при своих кремациях, либо по каким-то причинам уже просто некому было продолжать начатые работы. Дальше в этом месте захоронений нет, и вдохнув для дезинфекции аромата лаврового листа, я спускаюсь вниз и перехожу, наверное, к самой древней части этого некрополя. Тут есть и еще могилы повыше, но туда что-то мне не очень-то захотелось лезть, так как особыми альпинистскими навыками я не обладаю, да и возраст уже не тот. Здесь как раз та могила, которую я вам показывал в начале фильма, вот, тоже начальная стадия, то есть это переходный вариант, где только обозначили зоны расположения для двух тел и сзади для асуариев и пифосов с кремационными остатками. Опять же у входа такая же массивная дверь-пробка избыточной массы и прочности. Ну, казалось бы, можно было сделать дверь-купе или просто каменную дверь типа такой. Ведь по большому счету это не могло остановить грабителей. И эта несуразность волнует не только меня. Например, один из исследователей ЛАИ, Алексей Тесленко, выдвинул теорию о периодически выпадавших на Землю метеоритных дождях, убивающих все живое. И мне кажется, скальные могилы могли быть использованы еще и в виде убежищ от такого рода бомбардировок, которые происходили несколько раз в те времена, в диапазоне от VI века до нашей эры до IV-V веков нашей эры. О том, что эта местность подвергалась небесной бомбардировке, свидетельствует наличие всего в 200 километрах отсюда нескольких огромных метеоритных кратеров. Причем не несколько даже, а больше, чем 10. Вот смотрите, вот они на карте все. Причем их даже с космоса видно. А в одном из них даже есть озеро, на котором я и сделал вот эту вот фотографию. Скорее всего, это следы падения одного большого астероида, который при прохождении через атмосферу развалился на несколько кусков, но удар был такой силы, что местами лопнула земная кора. И вот справа от озера, видите, такие появились здесь в местности микрократеры, из которых изливалась магма. Чтобы сразу пресечь попытки сказать, что это зона сейсмической активности, вулканической деятельности, вот посмотрите на метку. Она расположена в одной из самых безопасных в сейсмическом отношении зон Турции. Она находится буквально в центре анатолийской литосферной плиты. То есть все кратеры, которые мы там можем наблюдать, это не вулканы, это изливы магмы после удара в результате растрескивания земной коры. Согласно данным астрономов и геофизиков, обломки породы после такого удара могут лететь на дальность до нескольких тысяч километров. А здесь до побережья всего 200. Поэтому на побережье и на все государства, расположенные вдоль него, обрушился град огромных булыжников, которые и могли нанести те странные повреждения в античных строениях, которые мы наблюдаем повсеместно. Это пробитые насквозь, как будто из пушки, толстые полигональные каменные стены из мегалитов. При этом сам снаряд, в кавычках, найти невозможно, потому что он либо состоял из метеоритного железа, которое очень ценилось и шло на инструменты и оружие, либо из того же самого известняка, который невозможно отличить среди других обломков, либо из твердых материковых вулканических пород, которые тоже были необходимы в хозяйстве. Однако кое-какие свидетельства все же сохранились.
Во-первых, прибрежные гальки состоят минимум на 50% из андезита и базальта. Они отличаются по цвету и прочности. И остальные уже из мрамора и известняка. Также огромное количество песчаных дюн вдоль побережья, который буквально засыпал до самого верха некоторые древние города на побережье. Песок этот гранитный, то есть его происхождение вулканического типа. То есть нахождение этих твердых магматических материалов на побережье, состоящем из известняка, весьма странно. Такие обломки выбрасывает не только море, а их еще можно найти и на склонах Таврских гор, где им совершенно нечего делать. Один из них я даже сфотографировал в позапрошлом году, так как меня очень удивило это инородное тело, находящееся посреди мраморной горы вот в этом месте. Это древний город Олба, стоящий на горе из известняка и мрамора. Здесь нет вулканических пород по понятиям. Согласно данным геологов, это визикулярная лава возрастом 350 миллионов лет. То есть здесь удар был такой силой, что он вышиб из-под верхнего слоя осадочных пород куски застывшей лавы еще Девонского периода. Одновременное падение таких огромных кусков астероида, естественно, вызвало и землетрясение. Некоторые куски упали в море, что вызвало цунами. Следы этих катаклизмов мы видим по всему Средиземноморскому побережью. Причем падение этих астероидов могло происходить и не единовременно, а буквально ежегодно и в определенный период, по мере пересечения орбиты Земли с орбитой обломков от какой-либо малой планеты. И изначально эти помещения, вырубленные в скалах с такими мощными дверьми, были вовсе не могилами, а нечто вроде бомбоубежищ. Или же, возможно, их приспособили под убежище путем расширения и обустройства, облегчающее жизнь на время метеоритной опасности. А уже потом, когда падения метеоритов прекратились, они стали выполнять функцию гробниц. Ну а двери? Да двери просто остались, куда их денешь? И, кстати, не эти ли события послужили основой мифа о Фаэтоне? Ведь именно в нем описывается мчащаяся по небу огромная огненная колесница, управляемая перепуганным Фаэтоном, которую потом Зевс был вынужден сбить молнией, расколоть на части, и эти части упали и на землю, и в море, породив в результате потоп, то есть цунами. Вот как-то так у меня и получилось связать воедино и цунами, и землетрясения, и мощнейшие пожары, и большие жертвы среди населения. Причем натолкнула на эту мысль меня всего лишь попытка классифицировать и изучить древние могилы. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, и стоит ли мне дальше продолжать исследования по этой теме. Не судите строго, но в ее подтверждение я привел достаточно серьезные доказательства. Это и метеоритные кратеры, и обломки инородных пород на этой территории, следы цунами и следы катастрофических землетрясений, которые теоретически вообще не должны были происходить без внешнего воздействия в этом районе. И получилась вот такая вот, надеюсь, интересная для вас альтернативная теория. Причем сразу две. Надеюсь, вы не забыли про теорию эволюции скальных захоронений, о которой я поведал вам в первой части фильма. Фильм получился, конечно, длинным, прошу прощения, но, надеюсь, он вам понравился. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока.